Добрый вечер. У нас сегодня первое занятие, когда мы начнем изучать, входить в поток руны Феха. Я вам навряд ли буду сегодня давать то, что вы можете прочитать на интернет-ресурсах, там Феху и все остальные названия, все остальное. Ну, то есть, что касается руны, то, что уже описано, я буду такие небольшие вводные давать, но в основном вы это все знаете. Моя задача сегодня показать вам потоковые энергии в рунической сетке, и это самая главная тема занятия, для того, чтобы вы потом в течение недели медитировали. Значит, изначально я немножко дам по рунической сетке, чтобы вы ориентировались, но мы будем каждый раз ее прорабатывать, и рано или поздно вы ее поймете, если есть какое-то недопонимание. В конце концов, даже вот проходя по каждой руне, вы дотянется информация, даже если сразу не будет такое вот прозрение или еще что-то. Ну, вам, в общем-то, виднее. Немножко, примерно такая тематика. Немножко по сетке я вам расскажу. Потом мы прорисуем все возможные варианты руны Феха в рунической сетке. Ее проработаем. Дальше я дам определенные такие тезисы, которые вы уже очевидно знаете по руне. Ну, может быть, что-то новенькое. С самого начала напоминаю, в течение недели вам нужно будет проработать эту руну, помимо шаблончиков, которые я вам давал. У кого есть руны, носит их с собой. У кого нету, рисует на теле. Кто имеет заготовки, вырезает свои руны. И самое главное, пишем эссе и выкладываем в группу. У нас групповое занятие, и я считаю, что эссе нужно, чтобы читали все, чтобы видели, какие происходят изменения в каждом из нас. И я выложу и свое эссе. Я, кстати, могу сказать, что я уже одел руну Феха. Это мой самый первый наборчик. Видите? Вот. Самый первый наборчик. Руна Феха, вырезанная, освещенная кровью. То есть я буду проходить вместе с вами все те же самые энергии, точно так же буду медитировать. И для себя буду открывать глубину Феха в другом аспекте. Поэтому мы проходим все трудности, все испытания, и все прелести, и радости руны все вместе. Я в том числе. И тоже буду писать эссе, тоже буду участвовать в обсуждении, тоже. Притом я торжественно обещаю, что я не буду переписывать то эссе, которое я писал раньше, я напишу все заново, все то, что я чувствую. Ну, так, в пятницу, чтобы вам не давать шаблону. Требования к эссе, напомню, стремиться изложить лаконичность, хотя будет потом. Вы можете написать в книге, в своей тени, или как вы ее назвали, все, что вы хотите, там хоть на 4 листа, хоть всю книгу списать на одну руну. Оставляйте все равно место, потому что будет дотяжка, когда будем проходить другие руны. Но в группу выложите эссе в виде полстраницы А4 формата. Можете так зайти в Word, 14 кегель, выбрать шрифт, какой вам надо, там обычно New Famous, и на полстраницы просто себя вот ограничьте. Это определенная практика в будущем, когда вы будете писать заговоры или принимать информацию с тонкого плана, чтобы вы учились выражать в трехмерном словесном, вибрационном, вербальном произношении, выражать лаконично слова. Это хорошая практика, она помогает выражать более точно мысли. Я очень часто это практикую для себя, да, вот, особенно когда идет новая информация. Потом через какое-то время перечитываю, очень полезно для восприятия. Вот, пожалуй, все. Пожалуй, все вот такие моменты.
По технике безопасности, никакой техники безопасности ничего нет, потому что прохождение этих потоков вы должны ощутить в полной силе. Поэтому до следующей субботы вы знаете, как выйти со мной на связь, и если какие-то моменты, непонятки или еще что-то, обращайтесь, мы можем это все или даже в группе обсудить. Если будет сильно большое желание у всей группы встретиться где-то там, например, в среду, провести, ну, не в виде записи, а в виде такого общения, группового общения, то мы можем это сделать и в мессенджере. Ну или на этой площадке, как вы захотите. То есть важно, чтобы вы чувствовали, что есть поддержка группы, не только моя, но и поддержка группы. Это очень важно. И что еще не менее важно, это то, что в данный момент вы, посвятив себя прохождению рунического строя, активации рун, вы находитесь под защитой высших. Поэтому все ситуации с вами, которые будут происходить, они находятся, вы находитесь под защитой. То есть, чтобы вы не думали, что вы брошены там и сами преодолеваете все эти вещи. Защита есть, очень мощная. И даже если в вашей жизни будут допускаться какие-то ситуации, это не значит, что, ну, это вам нужно пройти. То есть вот проходите мужественно, потому что руны – это северная традиция, это наследие мужества, да, наследие силы. Последнее, что скажу, все это, то, что вы будете проходить, каждый по-своему, это набор силы, то есть вы набираете мощность. Отсюда вы станете достаточно сильными для того, чтобы изменять себя внутри и изменять свою внешнюю реальность, влиять на нее одной силой мысли. Вот где-то так. Вот наша руна. Но значение руны, я уже говорил, феху, богатство, скот, имущество, успех, владение, питание или пропитание, да? Сила феху вложена в каждого из нас. Изначально, с приходом. Весь первый этир, он заложен. Руна феха, это, можно сказать, что это определенный запас энергии, который дается каждому человеку, или выделяется определенный удел этой энергии, которая создается для того, чтобы человек овладел. Ну, например, если человеку суждено овладеть определенной территорией, он ею не овладевает, то ему урезают эту территорию. Например, он обесценивает свою жизнь определенным аспектом. То есть он говорит, что ну, я согласен трудиться за 6 тысяч. На самом деле, там, за 6 тысяч каких-то единиц. Там. А на самом деле цена его 10. То есть вместо того, чтобы искать ту цену, это тоже владение, между прочим, если мы переводим в материальный план. Например, у человека 2-3 квартиры дается ему по судьбе, там наследство какое-то, и он правильно им распоряжается, мудро распоряжается, то есть на пользу себе, окружающим, в зависимости от чего оно дается, то он может приумножить. Если же, например, это все имущество в виде накопительства, он его не использует во благо для себя, да, в первую очередь, то пожар, авария, забрали, украли, да, воровство. Феха связана с Муспельхейм, мир огня, и Мидгард, земля. Поэтому можно сказать, что феха – это две стихии, огонь и земля. Опять же, как направлено? Если активная энергия – это стихия огня, если пассивная энергия – стихия земли. Вот феха имеет два аспекта. Активная энергия, пассивная энергия. Таким образом, вот, когда мы рассматриваем прямую перевернутую руну, мы рассматриваем поток связи с мирами, куда струится энергия. Если феху стремится в мир огня, значит она прямая, да, активная энергия, активизирует определенные духовные аспекты. Если энергия направлена вниз, или потоки поднимаются с земли, то это энергия земли, которые ваши владения захватили. Знаете, вот они обрабатывают землю, вам налоги не платят, а работают на вашей земле, ну, на ваших владениях. Да? Или, может быть, вы уже зашли на чужие владения и давно обрабатываете чужую землю. Ну, то есть вот такая вот аллегория
руна Феха будет вам показывать, потому что для того, чтобы можно было наполняться силой, то есть руна Урус следующая, вам нужно понимать, на чем строить, на каких владениях это будет наполнение. Если вы не будете знать своих владений, всего того, что является вашим владением, ваши знания, ваше имущество, ваши эмоции, ваши закладки, причинно-следственные закладки, закладки родителями, это тоже владение. Родовые программы, программы детства, программы взрослой жизни, программы института. То есть вот эти все программы, это тоже ваше владение. Все ваше владение, все, что касается вас, это ваше владение. И вот здесь вот очень важно с руной Феха понять, что ваше, а что наносное, что чужое.